Самый лучший метод восстановления отношений, эффективность 100%. В общем, это нестандартное видео, сейчас пойдет все не по сценарию. Сценария никакого нету. Вот я занимаюсь психологией, занимаюсь сексологией довольно-таки уже давно. И думаю, Сергей, запиши какое-нибудь крутое видео по восстановлению отношений. Какие-нибудь свои ценные знания полезные передай людям, чтобы им было интересно, чтобы они что-то важное для себя подчеркнули. Первое, что я сделал, я почему-то не на свой опыт опирался, а думаю, посмотреть, что там у нас в интернете пишет. Столько кликабельных заголовков, и это тоже кликабельный заголовок. Я думаю, вы в основном только ради этого заголовка и зашли сюда. Но, повторюсь, это нестандартное видео, тут я буду просто говорить свое мнение и свой опыт передавать. В общем, что я вижу в интернете? Да всякую хрень пишут вообще. Как восстановить отношения, как полюбить друг друга, как создать как создать интимность в семье, как сделать так, чтобы муж любил жену, жена любила мужа, бла-бла-бла-бла-бла. Хрень полная. Либо какой-нибудь профессор психологии часовую лекцию рассказывает, где там куча терминов, ничего вообще не понятно, о чем он говорит. Ну, опять же, я только часть понимаю, что он говорит. Либо какой-нибудь лайф-коуч, либо коуч по семейным отношениям. Девушка там 20 лет рассказывает, как нужно строить отношения, что нужно делать, чтобы восстановить баланс в семье, чтобы была любовь там и так далее. Либо вообще просто какую-то воду несут, ну хрень полная, вот серьезно. Вот посмотрел я YouTube, посмотрел в Яндексе, вбил эти статейки. Ну какая-то ерунда, какие-то есть упражнения, техники, практики там. Ничего ценного, к сожалению, я не нашел. Изначально у меня была такая мысль. Давай что-нибудь тоже посмотрю и как выдам сейчас такой контент, аналогичный, как у всех. И дам упражнения, какие-нибудь методики. Но я понял то, что есть симптомы, есть причина. И основной месседж этого видео, если вы хотите восстановить отношения в семье, обращайтесь за помощью к психологам, к сексологам, работайте над вашими отношениями. Нет никакой волшебной таблетки. Это будет видео длиться, не знаю, 3 минуты, 5 минут, может максимум 10 минут. И тут не будет такого эффекта вау. Там, делайте так-то, так-то, просто уделяйте внимание вашей второй половинке, и все будет окей. Там, прочитайте книжку «5 языков любви», и все будет окей. Как это все на практике происходит? Как это все в жизни происходит? Когда у людей кризис, отношения у них, отношения зашли в тупик, отношения на грани развода, на грани ссор, конфликты, там, да все что угодно, да задница полная в отношениях творится. И что люди прежде всего делают? Заходят в интернет, открывают YouTube, открывают Яндекс, так, как спасти отношения, как восстановить отношения, там, не знаю, баланс опять же найти и так далее, как любовь вернуть. Начинают что-то гуглить, смотреть, какую-то информацию, часть информации выхватывать, пытаются это применить. Там, не знаю, элементарный пример, опять же, уделять внимание вашей второй половинке, либо мужу, либо жене. Представим такую ситуацию. Жена приходит с работы, муж ей говорит, ну что, как работа? Он прочитал где-то в интернете, то, что нужно уделять внимание и разговаривать с женой. Жена говорит, да плохо все на работе, там начальник козел и так далее. Он такой, ясно, интересно, давай жрать уже, готовь. Либо наоборот, муж приходит с работы, жена такая думает, так, нужно с ним поговорить на какие-то общие темы. И говорит мужу, а вот как ты думаешь, когда карась лучше клюет, там, весной или осенью? Муж такой, ты что, куку что ли? Какой карась? У нас там проблемы, мы с тобой про развод говорим каждые 5 минут, а ты мне тут про карасей про каких-то рассказываешь. Ну, то есть выхватывание части информации, пытаться это применить в реальной жизни, ну, к сожалению, мало чего выходит, потому что это все симптомы. А причина в нас, причина в девушке, в парне, в девушке, в муже, в жене. У каждого из нас есть свои тараканы, у каждого из нас есть свой предыдущий опыт, у каждого из нас есть свои комплексы, страхи, ограничения, да все что угодно, вся наша психика, у нас все это в голове. И вот на это часто люди не обращают внимания, и они думают, так, да у меня вообще все окей, я, там, не знаю, вот, допустим, сейчас приведу такой пример позиции мужика. Я мужик, у меня все классно, здорово, у меня есть работа, жена, ну да, сейчас с ней там конфликты идут, возможно мы разведемся, у меня есть дети, машина, дача, огород, рыбалка, со мной вообще все классно, психология хрень полная, все проблемы в жене, она что-то там дуркует, какую-то ерунду мне рассказывает про какую-то любовь и интимность, вот у нее какие-то заебы женские идут, а я вообще, у меня все окей. Либо наоборот, противоположная модель, когда девушка говорит,
Со мной все хорошо, я вся проработана. Я проработала свое детство, проработала сепарацию, проработала все, что угодно можно проработать. Я духовно развиваюсь, читаю книжки и вся такая высокоосознанная. А вот мой мужик пьет, ест сладкое, курит, вообще абьюзер какой-то неудачник, ему бы на хорошую работу устроиться. У него тут проблемы в этом, он вообще тупой, сделаю я ему какой-нибудь подарок, куплю ему книжку, у него вообще 3 класса образования, пусть хоть почитает, научится правильно, грамотно говорить. Ну то есть, типа, а у меня я вся проработанная, у меня все окей. Но я сейчас так с сарказмом говорю, с иронией, эти роли постоянно меняются, и тут разницы нет. И мужики есть такие, и женщины есть такие. Там, не знаю, второй пример приведу. Когда там, в отношениях полная задница наступает, что пытаются делать? К друзьям, к знакомым, к подружкам, к друзьям, там, не знаю, на рыбалке, там начинают обсуждать. Там элементарный пример, я помню, не знаю, лет 8, наверное, назад это было, в курилку выхожу, и там коллеги по работе, один такой рассказывает, у меня проблемы в семье, жена там что-то, на меня бочку гонит, и ему такие мужики курят. А ты ее держи покрепче. Там, не знаю, ты ее контролируй, ты ей скажи, кто в доме хозяин, то что ты мужик, ты там самый крутой, делай там так-то, 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 а жену там вообще притесняй и поставь себя главным в отношениях. Ты такой, да, спасибо, дорогие друзья, такой классный совет, пойду домой это все реализовывать. Либо когда, не знаю, я это часто вижу там среди друзей, среди знакомых, когда девушки примерно все то же самое рассказывают. Мужика нужно контролировать. Мужик, он же не способный, неграмотный, неосознанный, неответственный. Нужно все держать в себе, чтобы полностью был контроль. Чтобы я была как мамаша, а он был как ребенок. И я буду все за него делать, ему подсказывать. Он-то сам вообще тупой у меня. Там с подружками сплетни перебирают, у кого какой жизненный опыт. И там советчиков сразу же столько. Каждый советует, опять же, из своего опыта. Это не профессионалы, это просто друзья, знакомые, коллеги какие-то вообще, не знаю, родственники, случайные люди, у которых свои тараканы в голове, свои отношения в семье, проблемы с отношениями. И они вам пытаются что-то там рассказать, как правильно жить, как правильно строить отношения. Опять вернемся к мессенджеру, главному мессенджеру этого видео. Хотите разобраться с отношениями? Вкладывайте в себя. Идите работать к психологу, идите работать к сексологу, к различным моим коллегам, ко мне, неважно ко мне, к другим коллегам. Кто занимается этим, кто в этом профессионал, тот, кто будет не работать не с симптомами и снимать эти симптомы, не рассказывать вам то, что подарите подарок, уделяйте внимание, сделайте романтик, там, я не знаю, хвалите его. А кто будет работать с причинами? Почему вы так делаете? Потому что часто так бывает, ну да, купили вы подарок, муж купил подарок, либо жена купила подарок, там на день, на два конфликт прошел, а через неделю все то же самое. А с основным-то то, что там в бессознательном происходит, с теми тараканами в голове, как бы никто не хочет работать. Ну, хотят работать, но очень-очень редко, потому что часто так бывает, то, что первое это отрицание, у меня все окей, я идеальный муж, либо я идеальная жена. У меня минусов нет, у меня вообще все хорошо. А когда мы начинаем работать, когда человек погружается в себя, когда он узнает себя, узнает, почему у него такое поведение, почему он так реагирует, а что было в детстве, паттерны мышления, паттерны поведения, автоматические реакции. И часто бывает так, что люди делают все возможное, и психика делает все возможное, чтобы не погружаться туда, потому что там страшно, там больно, потому что там конфликты, там вообще непонятно, что происходит. Да ну его нафиг туда вообще, у меня даже мурашки сейчас по коже идут, да ну его нафиг вообще туда погружаться. Лучше уж там загородиться, спрятаться, как ребенок, закрыться. Я в домике, все хорошо, пусть работает над отношениями другой партнер, ну то есть не я там, а муж или жена или кто-нибудь, а у меня все окей, я проработанный там и так далее. Это вот просто вот меня сегодня, ну не знаю, озарило, меня вот хотел я подготовить вот какой-то хороший, годный контент и рассказать вам какие-то советы, дать рекомендации. Но для кого-то это окей, а для кого-то это не окей. Кто-то это все воспримет и сделает так, а кто-то это сделает так и не поймет вообще сути, зачем он так делает. Это просто снятие симптомов, даже непонимание, потому что все мы индивидуальны, каждому нужен индивидуальный подход. И самое главное, опять же скажу, работать нужно с причинами. Если у вас задница в отношениях, и они трещат по швам, вот вы вот сейчас расстанетесь, там развод прям на грани и так далее. Первое, что не обвиняйте друг друга, и все проблемы не в них.
А нужно идти к психологу и разбираться, почему так произошло, почему вы так реагируете, почему в начале отношений вы были одни, была любовь, романтика, интимность, конфетно-букетный период, потом прошло какое-то время, вы изменились, и это нормально, опять же, куда ответственность ушла, какие роли сейчас, почему вы так делаете, почему вы так хотите делать. В общем, это все разбирается на сессиях, на консультировании, и только там будет. И опять же повторюсь, все мы индивидуальны, не бывает такого. Опять же, вот многие клиенты думают, что мой случай индивидуален. Вот я вот веду свою практику более 4 лет по сексологии, по психологии. И каждый второй клиент, который ко мне приходит с различными проблемами, запросами, не только в сфере отношений, думает, вот мой случай уникальный и индивидуальный, ни у кого такого нету. Вот у меня у одного такая проблема. Окей, конечно. И когда мы разбираем, когда мы копаем с помощью различных практик, методик, упражнений, опять же, там вскрываем нашу черепную коробку, залазим в бессознательное, сознательное и так далее. И выясняется то, что случай не уникален. У многих такое бывает. И это, опять же, нормально. Почему так произошло? По таким-то причинам, по таким-то событиям. Естественно, там и наше детство, и наше окружение, и образ жизни, это все имеет большое значение. Ну, все, опять же, уникально и индивидуально. И я имею в виду уникально и индивидуально именно подход к человеку. А проблемы, которые есть у каждого из нас, комплексы там и так далее, травмы, они распространенные, они изучены, они общие, там не нужно придумывать велосипед. Так. Понятно, о чем я говорю. То, что опять повторюсь. Хотите восстановить отношения, хотите эффективность 100% и там, не знаю, все что угодно. Обращайтесь за помощью к специалистам, вкладывайте деньги. Вы вкладываете деньги не в этого специалиста, вы ему не отдаете деньги. Да, вы ему физически отдаете деньги, но прежде всего вы вкладываете это в себя, в ваши отношения. Самая крутая инвестиция – это инвестирование в себя. И если что-то у вас идет не так, не только в отношениях, вообще в бизнесе, с родителями, там, с границами, в отношениях, да где угодно, в любой из сфер жизни, вкладывайте в себя, инвестируйте в себя, работайте над этим, обращайтесь к компетентным специалистам, те, кто знают, что делать, те, кто знают, как к вам найти подход. Потому что, опять же, куча специалистов, большое количество людей, и иногда бывает такое, что нету коннекта, нет контакта. Это нормально. Окей, идите к другому специалисту. Либо посмотрите, а почему у вас нету коннекта, почему он вам не нравится, почему он вас бесит, что он вам такого говорит, почему у вас такая эмоциональная реакция, либо физическая, либо эмоциональная, либо психологическая такая реакция, то что, к этому я точно не пойду, он какую-то хрень несет, ахинею. Опять же, возможно, изначально это кажется так. И это вот на своем личном примере я скажу сейчас чуть дальше про свой личный опыт. То, что вот что-то вот триггерит, что-то вот не нравится. Надо разобраться с этим. Почему так не нравится? А многие клиенты, там, допустим, если мужчина, он думает, я пойду работать к психологу или к сексологу только к мужику, он именно меня поймет. И часто так бывает, то, что есть какое-то там, не знаю, у мужиков там доверие, мужик, мужчина, мужчина, либо, допустим, наоборот, девушка, девушка. И тут иногда стоит поменять роли, иногда стоит не идти к тому, кому вам как кажется, потому что ваш мозг, ваша психика будет делать все, чтобы не выходить из зоны комфорта, чтобы не копаться здесь, чтобы не доставать всех тараканов. И идти по самому легкому, пути, по самому такому логичному, чтобы ваш мозг там не напрягался особо. Это я сейчас говорю про то, что иногда нужно наоборот идти к противоположному полу, к специалисту противоположного пола, который изначально, у вас такая реакция, к мужчине точно не пойду. Вот что мне этот мужик расскажет про женские отношения, что же он такого, он 100 пудов не разбирается, я уже пойду к девушке. Вот тут лучше уж пересмотреть, даже не пересмотреть, опять же, все индивидуально. То есть понять, почему вы не хотите именно идти либо к мужчине, либо к женщине, и там принять для себя решение, кому все-таки идти. И вот теперь про свой личный опыт. 10 лет мы с женой в браке. У нас, как и в любом нормальном браке, есть свои турбулентности, есть кризисы, есть конфликты. Но благодаря этим кризисам, конфликтам мы растем в наших отношениях. И если, не знаю, там 9 лет назад у нас что-то произошло, и я, наверное, в то время там
не знал, что делать, не хотел вкладывать деньги в себя. Да чему мне там психолог научит, чему мне там сексолог научит, ну, шарлатаны всякие там, коучи понабрались там и так далее, сами ничего не знают. Я уж зайду в YouTube, в Яндекс, прочитаю какую-нибудь статейку, какое-нибудь видео, где мне стопроцентную гарантию дадут, как там исправить отношения. Вот раньше я делал так, и честно скажу, вот сейчас, исходя из своего опыта, да лучше бы я бы тогда бы сразу же обращался бы к специалистам, и тех скандалов, ссор, негативных моментов в наших отношениях с женой, их было бы гораздо-гораздо меньше, если честно. Вот тут важно понимать. И, наверное, давайте заканчивать буду, уже хватит тут разговаривать. Короче, хотите эффективности, хотите восстановить отношения в семье, чтобы все было окей, идите к психологу, идите к сексологу, работайте над собой. Все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.